Привет, друзья! Сегодня 1 июля, и мы продолжаем свой путь. В прошлой серии мы пересекли полярный круг, сделали остановку в Кандалакше и провели пару дней в Хибину. В планах на сегодня съездить в село Лавозеро и посетить саамскую деревню Сам-Сыйт. Проехать нам до саамской деревни всего ничего, примерно 250 километров. Но для начала заедем в село Лавозеро. Оно находится немного дальше деревни, недалеко от одноименного озера. При выезде на трассу Кола из Апатитов установлена буддийская ступа. Увиденному мы очень удивились, но никак не ожидали увидеть в этих краях буддийскую ступу. Поначалу даже подумал, что показалось. Однако нет, действительно она самая настоящая буддийская ступа. Эта ступа является самой северной буддийской ступой в мире. Зарядившись немного положительной энергией от ступы, мы продолжили свой путь в Лавозеро. Село Лавозеро является центром культурной жизни саамов России, коренной народности Мурманской области. В селе проводятся различные саамские праздники и фестивали, в том числе международные. Его часто называют столицей русской Лапландии. Мы же целенаправленно хотим заехать в Лавозерский краеведческий музей, музей истории, культуры и быта польских саамов. Доехав до села Лавозеро, к сожалению, в краеведческий музей мы так и не попали. По каким-то причинам он был закрыт. Что же, очень жаль, тогда едем дальше, в саамскую деревню. Ехать до саамской деревни совсем немного, около 50 километров. Саамы – это малочисленный финно-угорский народ, коренной народ севера, выживший на недружелюбной арктической территории. Скандинавы называли их лопер, русские называли лопари. Отсюда в дальнейшем и возникло всем известное название земель Лапландия. Как уже говорил ранее, Лавозерский район является центром культурной жизни саамов. На этих землях они проживают уже тысячи лет. Саамская деревня Сам-Сыйт – это туристическая деревня, своего рода музей под открытым небом, в котором можно ознакомиться с жизнью и бытом саамов. Встретил нас гид Виталий Круть, а позже продолжил экскурсию Емельян. Саамская культура привлекает множество туристов, однако среди истинных саамов сохранить ее становится все тяжелее. Традиционный саамский уклад жизни мало кого привлекает. Молодые люди не хотят жить в тундре и все чаще уезжают в цивилизацию. Хотя буквально 5 десятков лет назад саамские семьи вели кочевой образ жизни, перемещались со стадом оленей и жили в чумах, рассказал Емельян. Вдоль центральной тропинки расположились деревянные идолы. Каждый идол отвечает за свое направление, за свою стихию, а также здоровье, счастье и благополучие. Чуть дальше есть небольшой зоопарк. Здесь живут собаки-хаски, еноты и разные лисы. В деревне имеется свое стадо оленей. Насколько оно большое, у саамов считается это неприличный вопрос. Это равносильно, как спросить у вас, сколько у вас денег в вашем кошельке. Оленя здесь можно покормить с рук. Главное, не поднимайте руки выше пояса. В противном случае олень попытается поставить копыта вам на плечи, чтобы дотянуться до еды. Тогда вы рискуете получить копытом по лицу. А вот насчет укусов можно не беспокоиться. У оленей совсем нет передних зубов, они не кусаются. Когда пришла на эти земли цивилизация, поголовье оленей добровольно-принудительно стали изымать. Саамы перестали вести кочевой образ жизни. Так постепенно их культура стала угасать. Виталий рассказал грустную историю, как в 80-е годы в семью принесли мешок советских бумажных денег. До этого саамы ни в чем не нуждались, жили на собственном обеспечении в гармонии с природой. Старец не знал, что делать с этими деньгами. Никто не знал. В итоге бумажными деньгами растопили очаг. Спустя несколько дней старец не смог вынести перемен и скончался. Неудивительно, ведь у него отняли весь смысл его жизни, все, в чем он жил, всю его суть существования. Деревня Сам-Сыйт пытаются сохранить и показать традиции предков, традиции саамов, поведал Виталий. Также Виталий рассказал легенду возникновения деревни. Жила-была очень сильная могущественная шаманка. Наступил тот день, когда шаманке понадобилось найти себе преемника, которому она могла бы передать свою силу и способности. Однако, такой человек так и не нашелся.
Тогда шаманка решила вложить всю свою имеющуюся силу в это место. Были проведены могущественные и священные саамские ритуалы, после чего шаманка нарекла, что это место будет собирать множество людей со всего мира. В настоящее время предсказание шаманки сбылось. Сюда приезжают люди со всех, даже самых дальних уголков нашей планеты. Здесь же есть книга отзывов, в которой туристы пишут свои благодарственные слова. Есть в ней даже пару строк от всем известного Джеки Чана. Нам в деревне тоже очень понравилось. Услышали много разных интересных историй, поиграли в саамские игры, отведали традиционных блюд, а на обратном пути домой, заехали сюда с ночевкой и посещением баньки. Огромная благодарность Виталию и Емельяну и всему коллективу в целом. За 5 минут рассказать всего невозможно. Приезжайте и увидите все сами. Однозначно, сюда я еще вернусь. На этом история про Самсейд подошла к концу. Понравилось видео? Плюсуй и подписывайся на мой канал. Благодарю всех за внимание и до новых встреч.